Приветствую вас на своем канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Начался пост и знаю, что многие его соблюдают. Хочу предложить вашему вниманию пост на меню на день. Состоит оно из 5 блюд. Это завтрак, обед и ужин. Все блюда простые и приготовлены из доступных продуктов. Сейчас появилось много возможностей расширить свой рацион, поэтому даже в пост можно питаться вкусно и разнообразно. Хотя по церковным канонам считается, что пища должна быть простой. Как говорится, есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Если вам понравятся рецепты, то поделитесь с друзьями в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь. Впереди еще много простых и вкусных рецептов. Давайте готовить. Начнем с завтрака. Предлагаю приготовить кукурузную кашу с яблочным топпингом. Я предлагаю свой вариант. Вы можете приготовить любую другую кашу. И вместо яблок можно использовать грушу, айву, персики или абрикосы. Зимой они только в маринованном виде. Можно попробовать хурму, если найдете сладкий сорт. Кукурузу я варю из расчета 40 граммов крупы на одну порцию. Вы можете взять больше. Промываю ее в теплой воде, наливаю воду. Ее количество должно быть в 3 раза больше, чем кукурузу. Поскольку я готовлю 2 порции, у меня 80 грамм крупы, соответствующие 240 грамм воды. Вода закипела, немного солю и кладу туда крупу. Нагрев убавляю до минимума и варю ее всего 15 минут. Периодически помешиваю, смотрю, чтобы каша не пригорела. Пока варится каша, приготовлю топпинг. Можно взять вот такие вот красивые магазинные яблоки, но я возьму свои домашние замороженные. В этом году был богатый урожай, вот попробовала их заморозить. Попытка получилась удачной. Они у меня уже нарезаны дольками, но я нарежу их еще чуть помельче. Вот так. Посыпаю их корицей, кунжутным семенем и сахаром. Все беру по 1 чайной ложке. Наливаю в сковороду подсолнечное масло, выкладываю яблоки, накрываю крышкой, убавляю нагрев и обжариваю их до готовности, периодически помешивая. На это уходит примерно 5 минут. Каша приготовилась, яблоки обжарились, все выкладываем в тарелочку и садимся завтракать. Вот такой яркий и вкусный завтрак у нас получился. В качестве второго можно приготовить салат из картофеля и баклажанов. Это довольно-таки сытное блюдо, оно отлично подойдет и для обеда, и для ужина. Для его приготовления я отварила картофель в мундире. Пока он теплый, очищаю его. Любые овощи, отваренные в мундире, лучше чистить именно теплыми. Но это так, маленькая хитрость. Очищенный картофель убираю остывать. Беру баклажаны, я использую замороженные, свои. Я их сосенец специально нарезаю разной нарезкой. Эти у меня нарезаны крупными дольками. Перец я тоже буду использовать замороженный, свой домашний. Наливаю в сковороду масло, выкладываю туда баклажаны и обжариваю их до готовности. Перец добавляю примерно за 10 минут до готовности баклажанов. Готовые овощи убираю из сковороды и даю остыть. Пока остывают овощи, приготовлю заправку. Беру зубчик чеснока, натираю его на мелкой терке, добавляю к нему чайную ложку лимонного сока, смесь перцев, солю, наливаю 2 столовые ложки подсолнечного масла, все перемешиваю и убираю настаиваться. Картофель нарезаю крупными дольками, выкладываю в салатник. Туда же кладу остывшие баклажаны и перец. Крупно режу салат, можно порвать руками. Отправляю в салатник. Добавляю туда базилик, петрушку и укроп. Добавляю пол чайной ложки тмина. Можно не класть, если не любите, но его в салате практически не чувствуется. Поливаю все заправкой. Хорошо перемешиваю. Если масла покажется мало, то можно добавить еще. При необходимости досаливаю. Накрываю крышкой и убираю минут на 30 настояться. Все готово, можно есть. Картофель и баклажаны пропитались ароматом чеснока и приправами. Получилось очень вкусно и сытно. На обед предлагаю приготовить грибной суп с гречневой крупой. Конечно, можно приготовить суп-лапшу с грибами, но от гречки все же пользы больше, чем от лапши. Наливаю в кастрюлю воду, гречку промываю, вода закипела, добавляю туда крупу, убавляю нагрев и оставляю вариться ее на 20 минут. Пока варится гречка, сделаю поджарку. Нарезаю шампиньоны и лук соломкой. Морковь натираю на крупной терке. Наливаю в сковороду подсолнечное масло, выкладываю туда грибы, лук и морковь. Все обжариваю до готовности. Я для цвета запаха добавляю еще в поджарку карри. Можно этого не делать. Готовую поджарку выкладываю в кастрюлю и варю ее на медленном огне еще 5 минут.
Огонь выключаю, добавляю туда лавровый лист и сухой укроп для аромата. Накрываю крышкой и даю суп настояться минуты 2-3. Все готово, можно есть. При желании в тарелку можно добавить свежую зелень. Вот такой вкусный, ароматный и очень легкий супчик у нас получился. На ужин предлагаю приготовить салат из белокочанной капусты и стручковой фасоли. Здесь можно дать полет фантазии. Ингредиенты можно менять по своему усмотрению или можно приготовить, как у меня. Капусту шинкую мелкой соломкой, выкладываю в миску и слегка присаливаю. Перетираю ее. Можно добавить столовый уксус, но мне больше нравится лимонный сок. Добавляю сюда остывшую стручковую фасоль. Я ее предварительно отварила в подсоленной воде в течение 5 минут. Огурец шинкую соломкой. Лук я взяла красный для красоты. Тоже нарезаю соломкой. Сюда же кладу укроп и петрушку. Салат заправляю подсолнечным маслом и солю при необходимости, непосредственно перед подачей на стол. Вот такой красивый и вкусный салат к ужину получился. К салату приготовим запеканку картофельную с грибами. Даже при условии, что в картофеле мы не будем добавлять ни масла, ни яйца, запеканка получается очень вкусная. Картофель чищу и ставлю его варить. Солю. Пока варится картофель, подготовлю начинку для запеканки. Мелко шинкую грибы, у меня шампиньоны. Можно взять любые, какие любите. Лук тоже мелко шинкую. Наливаю в сковороду подсолнечное масло, выкладываю грибы и лук. Солю, накрываю крышкой и обжариваю до готовности. Примерно 5-7 минут. Будет достаточно. Готовые грибы снимаю из сковороды и убираю их остывать. Картофель готов, воду сливаю, но не всю. Оставляю немного, делаю из него пюре. Добавляю сюда зубчик чеснока. Его я натираю на мелкой терке и зелень укропа. Все перемешиваю. Добавляю немного картофельного отвара, буквально 1-2 столовые ложки. Не нужно, чтобы пюре было жидким. Добавляю сюда 1 столовую ложку подсолнечного масла. Форму смазываю подсолнечным маслом и посыпаю топчеными сухарями. Их я готовлю сама, в духовке сушу булочку, а потом перемалываю в кофемолке. Выкладываю часть пюре, разравниваю, на картофель кладу грибы, затем выкладываю вторую часть картофеля. Все разравниваю, немного сбрызгиваю подсолнечным маслом, посыпаю сухарями. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку и запекаю в течение 20 минут. Запеканка готова. Подаем к ней салат из капусты и едим. Вот такие 5 блюд можно приготовить на день в пост. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь. Поделитесь в комментариях своими рецептами, которые вы готовите в пост. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.